Я приехал в один поселок. Здесь живет человек, который написал мне. У него дома происходят некоторые странности, но происходят они не в самом доме, а в дровянике. Если кто не знает, то дровяник — это такой сарай, в котором лежат дрова, хранятся. Так вот, эти самые странности происходят как раз таки с дровами. Жду хозяев, сейчас выйдут. Здрасте. Проходите. Пойдемте в дом. А давайте, может, не пойдем в дом, может, пойдем сразу покажете дровяник, где все там происходит. Хорошо, пройдем. Чтобы время не терять нам. Вот смотрите, тут военный дровяник. И заготавливаю дрова, складываю. Все упорядочено, все хорошо разложено. Ухожу, прихожу за дровами, и бывают вот такие дни. И на полу, тут местами лежат как поленья раскиданные. Кто раскидал их, непонятно. То есть какая-то мистика происходит. Я опять снова положу, разложу, где тут нормально. Уйду, прихожу, никого тут не было. И снова смотрю, там полено, тут как будто раскидано. Как это происходит, неизвестно. Кстати, вот здесь за стеной у нас находится теплица. И дело в том, что тоже, когда в теплицу заходишь, смотришь, и там откуда они взялись, вообще непонятно. Также в теплице. В теплице тоже дрова получается? Да, получается поленья, щепы могут быть раскиданы. Вот эти именно, да? Вот именно с этого дровяника. То есть зашел тут раскиданный и в теплице раскиданный. Как синхронно вот получается как-то. Скажите, а у вас, может, дети там раскидывают, нет? Нет, тут дети не бегают. Дети там соседские, здесь детей нет уже. А, нет у вас детей, да? Нет, здесь нету. Ага. Понял, а вот теплицу можете показать? Теплицу, да, пройдемте. Вот здесь. Посмотрим сейчас, что же. Идите за мной. Ага, хорошо. Аккуратно тут. Так, сюда. Все, идем. Сейчас посмотрите все сами, своими глазами. Происходит у нас. Очень это странно. Пугающе. Страшновато. Ну, если ничего негативного не случается там с вами, то, в принципе, можно это не сильно бояться. Не головой проходите. Ага, сюда. понял. Аккуратно. Вот здесь бывают на тропинке, на грядках, когда в дровянике раскиданы, непонятно, хотя дровяник закрытый, никто в нем, посторонние люди не находятся, не ходят, никто не балуется. То есть ни погода, ни кошки, ни собаки. Просто это странность. И вот когда первый раз я заметила там, я пришел с дровяника, зашел сюда в теплицу, именно в этой теплице, а не в той. Той почему-то нету. Вот она рядом на отдалении находится. Вот здесь полено лежало, здесь полено. Вот там она лежит. Откуда, как попало. Даже, здесь, смотрите, вот на стены здесь все ровно. Вот эта дверь у вас, да? Да, это тоже дверь. Но двери изнутри закрытые. Ага. Там двери снаружи закрытые. А, ну вот шпингалет, а.
А там с той стороны вот, ну, что там? Можем посмотреть снаружи, пойдемте. Да, пойдемте, только обойти надо. Аккуратнее, голову. Пойдемте сюда посмотрим. Также дальше идет теплица у нас. А вот это забор, там что, получается, уже не ваша территория, да? Не, это уже соседи. Вот мы. Это соседская, да? Да, это соседи. Тут. Ну, Вот он, дровяник наш заканчивается. где? Вот Покажите. теплица. Вот получается стена нашего дровяника. А, это полностью. шифер вы тут забили. Да. Вот это все дровяник вот Обито эти, да? шифером, обито шифером. Ага. И вот напротив получается через тропинку данная наша теплица. Ага, ну понял. Ну, смотрите, все ровно. Ну тут, да, как бы. Тут ничего не может там вылететь. Нет, нет, тут все пробито. То есть физически тут, ну, нереально, то есть что перекинуть как-то такого, ну, не может быть просто. Так, ну вот это значит соседская, да, получается? Туда уже соседская территория. Это вот забор тут у вас. Да. Ага, ну все, понял. Ну ладно, давайте тогда так сделаем. Вы сейчас идите домой, Мгм. а я здесь один похожу, поставлю камеры, понаблюдаю, там, ну, в общем, буду мониторить. Вот, Да, если да, что-то хорошо. будет нужно, я тогда зайду, либо там позвоню вас, наберу. Да, вы тут все осматривайте. Можно ходить как бы проверяйте. везде. Если Да, я везде ходите можно. могу заглянуть в какие-то сараи там Абсолютно. соседние. Открывайте наши двери, все тут открыто. Заходите, А, смотрите, можно. осматривайте. Всё, хорошо, спасибо. Аппаратуру ставьте, все проверяйте. Ну, нам только рады Ну, будем, что да. все осмотрите. Да, зачастую бывает, что у людей вот какие-то аномальные явления просят избавить, Да, скажем это, так, их. Ну, не я знаю, не может, могу колдовство, гарантировать. Может, это сглазы, порча. Там. Кто что навел тут у нас. Ну, такого раньше никогда такого не бывало. То есть до этого все было спокойно, да? Вот. Недавеча это только началось, вот это недавно все. Ну ладно, я посмотрю, попробую зафиксировать на видео, там уже будем разбираться, что это и как быть. Хорошо, хорошо. Все, смотрите, осматривайте. Ага, хорошо, спасибо. Поставил камеру в дровянике. Сейчас пойду поставлю камеру в теплице. Немного осмотрю близлежащие вот эти постройки, которые вот здесь за стенкой находятся. За вот этой стенкой. Так, значит, что здесь у нас? Вот наш дровяник. Это здесь тоже что-то. Дрова складированы. Ага. Так, с этой стороны у нас что получается? Стена. А тут забор я вижу. Так, там уже соседская территория. Ладно. Сейчас здесь есть какое-то сиденье. Идем. Дом. Так, идем сюда. А здесь у нас сарай. Тоже много всего стоит. Вот. Ну что ж. Вот.
Стою, ожидаю. Камеры пишут, работают. Лают собаки, деревня. Пока тишина, никаких звуков посторонних, скажем так, не слышу. Вроде все спокойно. Вот. Все-таки охота узнать, кто же там все-таки раскидывает и носит эти дрова в теплицу. Не знаю, может кто-то решил подшутить над ним, над хозяином. Ладно, сейчас буду в тишине маленько посижу, потом схожу, проверю, как там дела обстоят. Полчаса здесь стою. Пойду, наверное, схожу в теплицу. Посмотрю, что там происходит. Так, ладно, я сейчас свет выключу. Пойду без света. По-шпионски. Так. Что тут у нас? Тишина. Блин, полено. Реально полено. Его уже здесь не было. Так. Ой, что? Камера пишет. Да, камера пишет. Ё-моё. Появилась полена. Да. Значит, что получается? Ну вот эти поленья, значит, в дровянике. Вот оно здесь. Как бы интересно, конечно. Так, ну, так, ощущения мои. Так, ну так, как-то неожиданно, радостно, что оно пошло. Вот это вот аномальное действие, о котором говорил вот хозяин. Пойду-ка я сейчас схожу туда, в дровяник, и посмотрю, что там в дровянике. Так, короче, идем в дровяник. Так, что тут у нас? Два полена лежат. Так. Остальное что? Остальное все так же вроде. Так, значит, вот это полено в теплице лежало. Так, сюда положу. И вот еще два. Камера пишет. Хорошо. Ух ты. Тяжелая. Так. Значит, что получается? Здесь поленья разбросаны. 2 штуки лежало на полу. Одно полено лежало в теплице. Вот.
Ну что ж, это вот оно и есть то, о чем говорил хозяин дома. Так, ну что, а я стоял там, ничего не слышал, ничего не чувствовал. Вот. Так, ну ладно, раз оно началось, и он говорит, оно как бы там идет, значит, так. Что делаем? Я поленья убрал. Значит, поленья я убрал. Сейчас опять уйду, опять буду ждать. Может быть, еще запишется. Я вот вижу, камера пишет. Как бы все нормально. Вот, ладно. Значит, мониторю дальше. Все, пойду на улицу постою и буду ждать еще. Так, ну все, вот я ушел. Ушел, ладно. Жду дальше. Чем больше аномальных событий запишет камера, тем лучше. Можно будет анализировать, сопоставлять их друг с другом, искать похожести, либо отклонения какие-то. Вот, это все пища для размышлений. Вот, ладно, пойду еще раз посмотрю, что там в теплице делается. Да, теплица. Ё-моё! А это кто? Человек стоит. Так, он что? Он стоит как раз возле теплицы второй. И у задней стенки дровяника. Ё-моё, это кто такой? Тихо, тихо, главное, чтобы не спалиться. Так, уходит, тихо, тихо. Так, что происходит? Ни хрена себе. Ну-ка, тихо. Так, это что получается? Этот человек стоял вот здесь. Вот. Значит, вот это шифер, задняя стенка дровяника. Вот, а это теплица, где поленья появляются. Так, пойду-ка в теплицу загляну, что там творится. Так, камера стоит. Это что? Блин, это же полено. Да. Это что получается? Этот человек стоял здесь у дровяника, и здесь появилась полено. Но вот тут взаимосвязь прям очевидная, прямая. Вот, значит, человек это связан вот с этим переносом поленьев из дровяника в теплицу. Так, ладно, значит, все, пойду-ка я сейчас посмотрю, куда он ушел. Вот. Так, что? Никого. Сейчас пойду гляну. Так, он ушел сюда. Так. Это тут забор. Тоже соседские теплицы. Ну-ка, потихоньку иду. Так, здесь дверь. Здесь огород. Что там? Так, значит, что? Человек это от соседей, получается, пришел. Он завернул вот сюда за угол. Направо, получается. Здесь калитка. Так, ладно, я сейчас уйду, чтобы сильно не светиться. Со светом. Значит. Так. Значит, что, надо сейчас уйти подальше, сейчас опять спрятаться. Так, я сейчас спрячусь. Буду ждать. Если человек придет, это уже второй раз, получается, поленья переместились. Значит, и в первый раз человек был. Вот. Просто сейчас я его не видел первый раз, а сейчас я его заметил. Значит, сейчас я понаблюдаю, в тишине постою. Если человек придет, мне нужно постараться его
Ну, подойти поближе, не знаю, поговорить, познакомиться как-то. Ну, короче, нужно это узнать, что там происходит вообще. Так, все, ладно, выключаю свет. И, короче, сижу в темноте, жду. Да, интересно, что кто ходит-то, сосед. Ё-моё. Тихо, 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 тихо. Идет. Нифига себе. Идет. Опять встал. Ё-моё. Так, все, надо идти. Так, все. Тихо. Эй! Ты кто? Что ты здесь делаешь? Ничего. Так, слушай, ты меня не бойся. Я гость вот этого дома. Вот. Я расследую одно дело, здесь странное происходит. Вот. У меня к тебе есть один вопрос. Вот в этой теплице появляются дрова, из ниоткуда падают. Ты можешь мне об этом что-то рассказать? Нет. Ты не бойся меня, все как бы нормально, все хорошо. У меня есть один вопрос, мне нужно вот здесь в теплице кое-что у тебя спросить. Ничего с тобой не случится, просто мы поговорим. Хорошо? Смотри, вот здесь, в этой теплице появляются дрова. Они переносятся из вот этого дровяника и появляются здесь. И хозяин, который здесь живет, в этом доме, он это заметил. Он позвал меня расследовать это дело. И я заметил, что здесь находишься ты как раз в тот момент, когда дрова здесь появляются. Скажи, это ты делаешь? Да, А для чего? я тренируюсь. А что ты тренируешь? У меня есть с детства способность. Я могу перемещать вещи, предметы. А почему ты именно здесь тренируешься? Почему не дома? Да здесь место подходящее, мне земля помогает. Скажи, а почему вот ты приходишь, переносишь полено сюда, да? А потом уходишь, а потом опять возвращаешься? Мне нужно восстановить силы, и я хожу домой. А как ты их восстанавливаешь? Я прихожу, посыпаю хлеб с солью и запиваю воду с 6 ложками сахара. И ты восстанавливаешься, чувствуешь себя лучше? Намного. Силы прибавляются. Слушай, а давай с тобой проведем эксперимент один. Ну, опыт такой. Ты можешь сейчас при мне переместить полено с дровяника сюда? Давай попробуем. Ты пробовал это делать, когда рядом кто-то смотрит? М-м. Ну давай, может, это же интересный опыт, а вдруг ты сможешь? Такой как бы эксперимент. Хорошо. Ну, в общем, ты делай, я здесь просто постою и понаблюдаю, ладно? Да.
Ух ты, теплая. Скажи, а ты можешь мне рассказать, как ты это делаешь? Какая технология? Просто думаю о нем. Полено теплое. Полено вот сверху упало. Я надеюсь, камера записала. Мне нужно домой, восстановиться. Ну ладно, а ты придешь сегодня еще? Нет. Послезавтра. Ну, спасибо тебе, что ты не испугалась, рассказала о том, что у тебя есть такая способность, и даже показала ее. На самом деле я расследую такие случаи странные, и мне приходится часто встречаться с людьми, которые имеют различные способности. То есть ты не одна такая, они есть. Вот, и это очень хорошо, что ты тренируешься, пытаешься сделать себя лучше. То есть на самом деле ты молодец. Спасибо тебе. Пожалуйста. Ну что ж, расследование завершилось, и довольно неожиданно у него итог. Значит, перемещались предметы. В итоге я увидел человека, который как раз таки перемещал эти предметы. Это девочка, она живет вот в соседнем доме. Вот. Она ходит сюда, их, говорит, как она говорит, тренируется, потому что здесь какое-то подходящее место. Видимо, здесь какая-то аномалия присутствует, как раз, которая захватывает дровяник и теплицу. И ей здесь легче реализовать свои способности. Вот, очень-очень необычно. То есть человек, который телепортирует предметы. Вот, постараюсь, не знаю, может быть, познакомиться с ее родителями, подружиться с ней. Буду отслеживать, как будет все дальше развиваться. Надеюсь, девочка вырастет, и мы можем получить технологию перемещения предметов. То есть это вот реальный шанс, когда мы можем все-таки перейти в практическую плоскость и получить технологию взаимодействия на материальный мир. Что ж, я думаю, можно закругляться. Сейчас пойду камеры соберу. Ну а зато у меня теперь останется сувенир, вот это полено. Оно до сих пор еще теплое.